Безусловно, для того, чтобы рубль становился резервной валютой, ну, во-первых, нужна мощная экономика, во-вторых, эта валюта должна быть устойчивой. Для того, чтобы быть устойчивой, эта валюта не должна, безусловно, в такой степени зависеть от цен на нефть и газ, как это происходит сегодня. Для этого нужна одним из аспектов превращения рубля в резервную валюту является серьезная диверсификация экономики. Одним из направлений этой диверсификации и одним из инструментов этой диверсификации, с другой стороны, является создание в Москве международного финансового центра. Безусловно, эти две задачи друг с другом связаны. И та, и другая задача, кстати, в значительной степени завязаны на качество инвестиционного климата, с чем нам еще много предстоит работать и есть чего делать. Вообще, если сказать несколько слов про проект Международного финансового центра, то он состоит как бы из трех групп задач. Первая группа задач – это формирование надлежащей финансовой инфраструктуры и разработка и внедрение качественного финансового регулирования. Это первая большая группа вопросов. По этому направлению мы продвигаемся довольно интенсивно. Как вы все знаете, у нас и укрепляется биржа, укрепляется регулирование, создается центральный депозитарий, развивается законодательство. Мы продвигаемся, честно говоря, несколько медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее достаточно настойчиво. И у нас есть определенные успехи. Это большая первая группа вопросов. Мне представляется абсолютно реальной задача по формированию финансовой инфраструктуры и финансового регулирования, их доведению до такого добротного мирового уровня на протяжении буквально нескольких лет. Эта задача не долгосрочная, это задача ближайших лет. И она довольно реальна. К сожалению, вот этой группой вопросов не исчерпываются все наши проблемы. Вторая большая часть работы – это, собственно, Москва как город. Город должен быть приемлемым для нормальной жизни, тогда он будет приемлемым и для Международного финансового центра тоже. И, кроме того, Москва, да и страна в целом, должна быть гораздо более открытой, гораздо более интернациональной. Мы должны понимать, что успех к нам придет только если мы научимся быть открытыми и международными. Я буквально на секунду отвлекусь. Я перед Новым годом попал в Политехнический музей спустя много-много лет, после того, как в предыдущие разы там был на экскурсии. После этого я туда попадал, но не на экскурсии. Я попал туда, поскольку он сейчас уже закрылся на реконструкцию, и прежним не будет никогда, будем надеяться, что он будет лучше. Но я там провел несколько часов вместе со своими детьми и имел возможность посмотреть достижения России на протяжении многих веков, в том числе 18, 19, начала 20 века. И что на меня самое большое впечатление произвело, во-первых, этих достижений было много, и включая первый электромобиль, который, как выяснилось, был создан в России, и там 100 с лишним лет тому назад, и так далее. Но меня удивило, насколько это была открытая и интернациональная страна. Каждое второе, третье имя в перечне наших достижений – это иностранные имена. Лучшие инженеры, врачи, профессора приезжали в Россию. В этом смысле Россия тогда была круче, чем Америка сегодня. Это была абсолютно открытая страна, которая к себе притягивала, которая старалась вобрать себя лучше. И она на этом пути стала достигать успехов, которые, к сожалению, были прерваны известными историческими событиями в 1917 году. Но, тем не менее, страна была на подъеме, и путь к этому успеху он был через открытость. Так вот сейчас, возвращаясь к ответу на вопрос, к нашей сегодняшней теме, Международный финансовый центр, он потому и международный, что он присутствует в открытой стране и в открытом городе. Франкфурт, который 20 лет назад был довольно закрытым германским городом, сейчас отличается тем, что треть населения города не имеет германских паспортов. Треть населения города, постоянного населения города, это иностранцы. Если хотим, чтобы в Москве был Международный финансовый центр, должны тренироваться, учиться и становиться гораздо более открытыми.
невозможно оставаться закрытыми и пытаться себя что-то такое создавать. Это серьезный, в том числе, психологический челлендж. Это вторая часть наших проблем. Ну и третья – это общий вопрос инвестиционного климата. Наверное, это самая сложная часть нашей работы и самая долгосрочная. Означает ли это, что инвестиционный климат будет, дай бог, постепенно улучшаться, но совсем совершенным он станет еще, очевидно, не совсем скоро? Означает ли, что вот до этой поры не может возникать международный финансовый центр в Москве, не может формироваться? Безусловно, может. Безусловно, может. Для этого требуется некая критическая масса позитива. Если мы вспомним историю других стран, когда в Нью-Йорке формировался международный финансовый центр, по улицам бегали гангстеры, стреляли друг друга из автоматов, и губернаторы полиции были тотально коррумпированы. В общем, проблем там хватало. Но на другой чаше весов был позитив. Это была открытая страна, бурно развивающаяся экономика, высокая степень экономической свободы, и финансовый центр формировался в Нью-Йорке именно тогда, несмотря на гангстеров, коррупцию и так далее. Поэтому что нам надо? Я не к тому, что надо сохранять гангстеров и коррупцию, а я к тому, что нам надо создавать позитив, который перевесит все наши сложности. Поэтому это абсолютно реальная задача, мы по ней продвигаемся. Сейчас уже в правительстве на завершающей стадии находится новая дорожная карта, но на следующий предстоящий период. Она вырабатывалась не бюрократически, мы ее вырабатывали вместе с участниками рынка. И она основана прежде всего на пожеланиях участников рынка, что им нужно для того, чтобы здесь в Москве развивалась финансовая индустрия, формировался международный финансовый центр. Хорошо, что эта задача поддерживается политически, она поддерживается и президентом, и премьером. Тут недавно были высказывания, что эта идея невозможна, и что вообще зазря Дмитрий Анатольевич Медведев ее в свое время высказал. Хочу поправить автора этого высказывания, к которому отношусь, безусловно, с уважением, что эту идею изначально высказал Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин утвердил первый план, будучи председателем правительства, по формированию международного финансового центра в Москве. И сейчас эта идея и президентом, и премьером поддерживается. В таких проектах, как вы понимаете, политическая воля означает довольно много. Поэтому я абсолютно уверен в нашем успехе, при этом абсолютно хорошо понимаю всю глубину проблем и их перечень. Это довольно сложное дело, но я абсолютно уверен, что оно реальное, и мы находимся на правильном пути.